я отправляюсь на рынок плетеных вещей, плетеных изделий и горшков глиняных. Всем привет, друзья! Сегодня у нас с вами ланкийский шопинг. Сегодня мы с вами отправимся по магазинам, чтобы посмотреть, что бы такое красивое, интересное можно было бы привезти из Шри-Ланки домой. На самом деле на эту тему написано очень много статей и видео, и поэтому именно тут я хотела бы вам показать то, что чаще всего не показывается. Ну, по крайней мере, я не так уж и часто это встречала. И вот именно поэтому мы с вами сейчас отправились в место, расположенное между Велигамой и Ахангамой. Это такой небольшой рыночек своего рода. То есть тут размещено несколько лотков, несколько магазинчиков, в которых продают глиняные горшки, глиняную кухонную утварь и бытовую утварь, то есть различные плетеные изделия, плетеные из пальмовых листьев, которые ланкийцы используют обычно в своем обиходе. Это невероятно красивые вещи, поэтому я бы очень хотела вам это показать. То есть это место, куда приезжают, в принципе, сами ланкийцы покупать эти вещи. То есть это очень аутентичное место. И я бы сказала, что не часто об этих предметах упоминается в различных видео либо статьях о том, чтобы можно было бы привезти в качестве сувенира из Шри-Ланки. Это что-то, что является неотъемлемой частью местной культуры. И на самом деле жалко, что этому обращается так мало внимания, поэтому я решила вам показать, что же можно найти на таких вот рынках. Ну вот вы можете увидеть много глиняной посуды. Это та посуда, из которой ланкийцы действительно едят вот каждый день дома. Они готовят рис и карри в глиняной посуде. Рис готовится в рисоварке, а вот карри готовится в глиняной посуде. Вот мне показывают сейчас плетеные сумки. Это небольшого размера вот такая сумка. Вот мне тут говорят, стоит 700 рупий. Ну, сумки сделаны, эти конкретно его сумки сделаны не очень качественно. Я не взяла эту сумку, поэтому и цена, в общем-то, такая. Так, вот мы сейчас прошли дальше. Тут тоже всевозможные различные глиняные изделия. Я вам честно скажу, что мне сложно объяснить вам конкретно, что и для чего, но я знаю, что конкретно вот эти изделия, которые мы с вами наблюдаем, это все для риса, для различных круп, для того, чтобы высушивать, как-то это все очищать и, в общем, потом превращать, возможно, в рисовую муку, либо потом, в общем, для чего-то готовить. Вот различные корзины, и что мне очень нравится, это веера. Ланкийские веера такие круглые, это просто, посмотрите, какая красота. Вот это я себе точно купила домой. Купила я какие-то за 400, какие-то за 350 рупий в этом диапазоне. Вот такие шляпы плетеные. Это, в общем-то, очень такие традиционные шляпы для рыбаков. И различные корзины. Боже, какая красота! Корзины и кокосовые ложки. Тоже невероятно красиво, но посмотрите, просто прелесть. Честно говоря, была бы моя воля, я бы скупила тут половину магазина, но я и так очень много уже купила на самом деле, и не представляю, как это все, конечно, будет не просто мне отправлять, но можно было бы, я бы купила и еще больше, чем хотелось бы. Много всяких вещей очень интересных для дома, но они, к сожалению, слишком объемные и тяжелые. Получится очень дорогая доставка.
Вот еще один интересный и очень красивый момент, что утром с первым покупателем, либо с первым клиентом в магазинах, даже в тук-туках местные зажигают вот такие аромапалочки, ну, чтобы привлечь удачу и чтобы день прошел хорошо. Вот мне показывают такие большие, красивые, плетеные, ну, даже не знаю, как сказать, ковры, подстилки. Я видела, как в одном отеле использовалось как раз для того, чтобы лежать на них вместо лежаков. Вот еще есть вот такой вот перед нами стоит скрученный лист. Ну, можно на самом деле как угодно использовать для декора. И вот вы можете видеть много других красивых круглых вещиц, которые, опять-таки, тоже чаще всего используются для риса, для различных круп, для просеивания. Ступки для специй занимают вообще очень важную часть на кухне. Обязательно на каждой кухне должна быть ступка, и вот такая вот тяжелая каменная, для того, чтобы делать кокосовый самбол, и для того, чтобы вообще, в принципе, измельчать специи. Это, скажем так, святое дело. Вот также хотела бы вам показать кусочек того, как используется местная утварь вот в одном из ресторанчиков, как это все красиво смотрится для декора. В общем, здорово. Еще мы с вами сегодня заглянем еще в одно место. Это спа Цейлон, аюрведическая качественная косметика. Это фирма ланкийская. И это просто невероятный магазин. У них точки по всему острову. И, конечно, когда ты попадаешь в этот магазин, эти яркие пестрые прилавки, эти яркие упаковки, просто ты чувствуешь себя в раю. Из-за освещения камера не может передать то, насколько это все красиво смотрится. В общем, я сюда прихожу очень часто просто, чтобы порадовать глаз. И действительно, тут очень много хорошей косметики. И, конечно, любая девушка, которая приезжает на Шри-Ланку, это святое дело иметь у себя на туалетном столике свою коллекцию косметики для тела и лица, косметику Spa Ceylon. Косметика действительно очень качественная, натуральная, и в этом климате действительно очень важно ухаживать за своей кожей, питать, поэтому действительно меня эта косметика спасает. И вот я бы вам хотела показать свою коллекцию, потому что для меня это все, это то, как это все выглядит, это упаковка, это просто эстетическое удовольствие, невообразимое. Вот, и я хотела бы вам поделиться с вами то, насколько это все красиво, насколько это красиво выглядит, а не только качественно. В общем, для меня, как графического дизайнера, это все было огромным удовольствием на это все смотреть, поэтому я не удержалась и мне захотелось сделать красивое видео дома всех моих покупочек из Spa Ceylon и заодно показать, как красиво выглядят все эти изделия, которые мы сегодня с вами смотрели, и как действительно это все можно очень красиво обустроить дома. Огромное спасибо за ваше внимание и увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока и отличного вам сегодня дня!